Пожарим курочку-гриль! Всем привет! Я Анна Оськина, и сегодня мы будем готовить миниатюрную курочку. Вау, как аппетитно выглядит! Хочу поскорее ее съесть! Запросов на это блюдо приходило от вас очень много, и я решила, что раз уж у нас есть первое, а мы уже готовили суп, то нужно и второе. И приготовила курочку-гриль в миниатюре. Кстати, все блюда, что вы видите, я уже готовила. Про каждое есть отдельный подробный мастер-класс на моем канале. Мои куклы точно не умрут от голода, а ваши? Напишите, готовили ли вы что-нибудь своим куколкам. Ставь лайк, если тебе уже нравится эта курочка. Я очень старалась сделать ее реалистичной и показать весь процесс приготовления. И подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Но переходим же скорее к мастер-классу. В работе я использую Fima Doll Art. У меня как раз есть набор, и я выбрала подходящий телесный цвет, но подойдет любой бежевый или телесный оттенок. В крайнем случае можно использовать просто белый. Тщательно разминаю полимерную глину, чтобы она стала мягкой и пластичной, чтобы с ней можно было удобно работать. И катаю шарик, и из шарика формирую куриную грудку. Это тело курицы, к которой и будут присоединяться ножки и крылышки, и которая станет основной частью этой тушки. Нужно придать ей характерную куриную форму. Также посередине грудки я проделываю небольшую бороздку, то есть делю грудку пополам, как это выглядит на обычных курочках. Не забываю делать отверстия с двух сторон, потому что это будет приготовленная курочка. Также с обратной стороны в районе попки делаю небольшой хвостик. Пальцами вытягиваю пластику. Когда я придала необходимую форму полимерной глине, я протираю влажной салфеткой, чтобы убрать всю грязь, пыль и отпечатки пальцев, и чтобы тушка получилась более гладенькой. Катаю 3 шарика из полимерной глины, и из этих шариков буду делать ножки. Шарики побольше станут голенью, и им нужно придать форму куриных ножек. Я думаю, что куриные ножки все видели, представляют, как они должны выглядеть, какой формы они должны быть. В общем-то, они выглядят как такая капелька с небольшим утолщением на конце. Вытягиваю капельку, делаю торчащую косточку, аккуратненько все это прорабатываю спицей или моделирующим инструментом. Также можно прорабатывать обратной стороной ложечки, либо деревянными зубочистками. В общем-то, любые инструменты, которые вы найдете, можно использовать для проработки деталей. В результате у меня получаются 2 куриные ножки, которые я присоединяю к тушке. Шарики поменьше я вытягиваю, изгибаю и присоединяю снизу ножек, чтобы сделать им бедро. Моделирующим инструментом замазываю места соединения голени бедра и самой курочки. То есть должно получиться, как будто бы ножка, она растет прямо из тела вот этой курицы. То есть как оно и есть на самом деле. Точно таким же образом необходимо проработать ногу и с другой стороны. И вот такая вот куриная тушка в результате получается. Беру 2 небольших одинаковых шарика, из которых буду делать крылья. Из шарика катаю длинненькую колбаску, капельку, и загибаю ее в форму крыла. На конце крыла делаю небольшой надрез и аккуратненько прорабатываю, замазываю острые углы. Придаю этой согнутой капельке форму крылышка куриного, и нужно сделать точно такое же второе крыло. А затем эти 2 крыла присоединить к куриному телу. Располагаю крылья по краям куриной тушки, там где у нее плечи, и замазываю места стыка моделирующим инструментом. Как я уже говорила, моделирующий инструмент способен заменить даже обратная сторона ложечки. Единственное, что она должна быть гладкой. И вот такая вот куриная тушка у меня получается. Мне хочется придать ей фактуру, потому что, конечно же, на курице есть кожа, которая имеет
имеет такую немножко пупырчатую фактуру. Для этого я обрабатываю всю тушку зубной щеткой. Соединяю ноги курицы крест-накрест и еще раз прорабатываю все детали. Если вдруг что-то где-то торчит, либо где-то что-то недозамазано, где-то вас не устраивает фактура, то на этом этапе можно все доделать, чтобы уже после этого можно было приступить к тонировке. Беру сухую художественную пастель. Для тонировки курочки я выбрала цвета светлая, желтая, охра, коричневых 2 оттенка, более светлый, более красный, кирпичный и темно-коричневый. Все эти цвета я крашу в пыль на листочек бумаги. Затем беру большую пушистую кисточку. Кисточкой смешиваю охру и светло-коричневый и этой смесью тонирую курочку. Сначала ее необходимо просто припудрить, придать ей более такой румяный оттенок, то есть подтон. А затем уже брать более темные, более яркие цвета и выделять какие-то детали. То есть те детали, которые будут более прожаристые. Обычно это какие-то небольшие торчащие части, это концы крылышек, сами крылышки, это концы ножек, тоже голень курочки. Также тело сверху имеет более прожаренный вид, а по бокам менее, то есть более светлый. После того, как выполнили общую тонировку, можно тонировать небольшими частями какие-то детали, то есть взять кисточку поменьше и тонировать какие-то небольшие участки. Ну а дальше тонировка идет уже с использованием геля жидкой пластики. Если у вас нет геля жидкой пластики, то можно размачивать пастель и тонировать уже размоченной пастелью, прорисовывать детали как красками. Либо можно даже использовать обычные акварельные краски, ими тоже тонировать можно. Но хочу заметить, что тонировка с использованием геля более крепкая, цвет будет держаться очень стойко и эту курочку можно будет даже мочить. Итак, что же я делаю? Я добавляю гель, жидкую пластику в уже накрошенную пастель и смешиваю этот цвет прямо на листочке бумаги. Этот цветной гель я наношу на курочку. В результате получается как будто бы такие сверху нанесенные прожаренные участки курочки, то есть части ее кожицы, где-то какие-то поджарочки, где-то что-то такое вот все румяное, аппетитное. Вы можете заметить, я думаю, что даже на камеру видно, как меняется эффект. То есть из просто обычной гладкой курицы она становится действительно прожаренной, она действительно румяная, аппетитная, такая, как вы ее достаете из духовки. Постепенно наношу разные оттенки. Здесь также необходимо соблюдать это условие, где курица более прожаренная. Это на каких-то небольших деталях, на крупных деталях она менее прожаренная, там будет светлее цвет. Вот такая тонировка у меня в результате получается. Тонирую я сначала только верхнюю часть курочки, ножки и крылышки. Беру немного приправ. В данном случае у меня это приправа прованские травы, но подойдет абсолютно любая. Сухой укроп, сухая петрушка или любая другая приправа, которую можно мелко накрошить. Крошу эту приправу прямо на листочке бумаги, измельчаю ее руками, а затем посыпаю этой приправой курочку. Вообще в приготовлении еды я очень люблю использование приправ, и в данном случае еда хоть и из полимерной глины, но здесь я также люблю использование приправ. Все это выглядит очень вкусно, аппетитно и я думаю, что реалистично. После того, как посыпали курочку приправами, приправа на гель хорошо прилипает и отправляю ее запекаться на 30 минут при температуре 110 градусов. После запекания достаю курочку из духовки и необходимо тонировать обратную сторону, то есть спинку. Здесь делаю все то же самое, точно так же при помощи геля, смешанного с сухой пастелью, тонирую спинку и посыпаю приправами. Отправляю выпекаться второй раз, но второй раз выпекаю уже 20 минут. После выпекания курочка практически готова, но, конечно же, для более такого глянцевого жирного блеска нужно покрыть ее глянцевым лаком, что я и делаю. Покрываю сначала переднюю сторону, жду, когда высохнет, затем переворачиваю, покрываю заднюю сторону. И после того, как лак высохнет,
пахнет курочка полностью готова. Посмотрите, какое аппетитное блюдо у меня в результате получилось. И это прекрасное второе для моих кукол в дополнение к тем блюдам, которые мы уже делали. Обязательно напишите в комментариях, понравилась ли вам эта курочка. Моим куколкам она понравилась однозначно. И теперь они точно будут сытыми. Хотя еды я им приготовила уже очень много. Жду от вас комментариев, что еще вы хотите, чтобы я приготовила в миниатюре, что вы хотите, чтобы я уменьшила. И, конечно же, ваши комментарии могут попасть в одно из моих следующих видео, поэтому пишите, я их очень жду. И смотрите предыдущие мои мастер-классы, в которых вы узнаете много интересного и как приготовить всю ту еду, которую вы видите здесь, в этом видео. Подписывайтесь на мой канал и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, смотреть их самыми первыми и самыми первыми оставлять комментарии. Желаю вам творческих успехов, вдохновения и до новых встреч!